Михаил Степанович Деменок. Еж-пожарник. Нашел я его на лесной гаре у родничка. Еж бездыханным колобком лежал на полуистлевшей дубовой подстилке среди обгоревших улиток. Его белесоватые, острые, как иглы, шипы были покрыты слоем сажи, а на спине чернило слегка обуглившееся пятно. «Вот, бедняга, огонь и до тебя добрался», — подумал я. Плеснул на него водой из родника. Еж расслабился, словно отпущенная пружина, и тихо фыркнул. Я обрадовался. Живой! В фуражке принес свою находку домой. Лесной обитатель всем понравился. Ему дали кличку «Пожарник». Свернувшись в тугой клубок, еж долго лежал неподвижно в отведенном углу кладовой. А когда все притихли, клубок медленно стал разворачиваться. Вначале показалась острая черная мордочка, затем черненькие лапки. Еж осмотрел угол, обнюхал сухие дубовые листья. Прихрамывая на поврежденную огнем лапку, подошел к жестяной баночке с молоком и стал аппетитно лакать. Так начал жить в нашем доме еж-пожарник. Кормили его поочередно. Он охотно лакал молоко, поедал дождевых червей, иногда свежую рыбу. Через 2 недели у нашего пожарника зарубцевались ранки на спинке и на лапке. По вечерам в кладовой все веселее раздавался дробный стук ежиных каблучков. Цок-цок-цок. Сказывалась извечная сила инстинкта ночной охоты. Теперь, когда еж был совсем здоров, держать его в неволе и лишать любимого занятия ночной охоты было таки просто бессмысленно. Я отнес ежа за реку Даубихи и посадил его на песчаную косу, откуда начинались зеленые заросли леса. Еж поводил острой мордочкой вокруг, словно прислушиваясь к шорохам травы и листьев, и быстро побежал к черемуховым зарослям. Затем остановился, круто развернувшись, повертел мордочкой, как бы благодаря за все, и уже медленно заковылял к зелени, где вскоре и скрылся. Лес был его родным домом. Его он не мог забыть и сменить на дом человека, как бы там ни было хорошо. Ну, будь здоров, пожарник, да не попадайся больше в лапы желтого дракона огня.